Всем привет! Наконец-то закончена основная часть шумоизоляции, то есть осталась по сути только сущая косметика, которую я делать не тороплюсь, потому что я очень устал. Вот сегодня мы с вами подводим итоги шумоизоляции, то есть я вот приготовил себе вот такую вот длинную шпаргалочку. Данные шпаргалки будут, естественно, в описании. Вот. Значит, здесь у нас написано, я посчитал все работы, сколько в чистых часах, значит, сколько в чистых деньгах. И самое интересное, какой чистый вес. По поводу эффекта. Значит, вот слушайте, как открываются и закрываются двери. К сожалению, заснять, как было, я не успел. Ну, я думаю, вы сами знаете, с каким звуком закрываются ваши непроклеенные двери. Вот, слушай. Вот так звучат передние. И вот так звучат задние. То есть, с каким металлическим звоном консервные банки закрываются ваши двери, вы и сами знаете. Это просто звук боли. Значит, крыша. По крыше у нас вообще стопроцентная тишина, если идет дождь. Ну, даже довольно крупный. То есть вообще от крыши никаких звуков. Когда идет дождь, слышно только заднее стекло и переднее стекло. Вот они-то нас и выдают, в общем-то. Так, теперь давайте, значит, о более конкретных цифрах. Ну и о том, что у нас осталось недоделанным. Недоделанным у нас осталось, значит, вот эта часть. То есть я еще не проклеил локеры. И, пожалуй, все. Да, осталось только локеры. Итак, давайте о цифрах. Итак, значит, о цифрах. Начнем с цифрах на работу. Значит, получилось двери 12 часов. Крышка капота и крышка багажника 2 часа. Крыша тоже замечательная, на 100% шумоизолированная от дождя крыша 5 часов. Внутренности багажника с демонтажом, проклейкой, значит, антикором и монтажом 10 часов. Ноги задних пассажиров, вот где мы сейчас и с вами находимся, и место вот здесь под сиденьем, 5 часов. Ноги передних рядов, то есть вот здесь вот плюс сами, получается, арки, 6 часов. Итого 40 часов чистой работы с несколькими незначительными перекурами, без обеда, без всего. Это чистая работа в часах 40. Это очень много. Я устал, честно говоря. Пока продолжать я не хочу. Я решил взять паузу. Жду, когда у меня появится снова запал. И я доклею передние локеры. Это у нас последний этап. Итак, деньги. Мани, бабули. Так, поехали. Двери, капот и крышка багажника 3500. Наша замечательная крыша 2150. Пол перед 1970. Багажник 1200. Итого 10 тысяч рублей по материалам на всю машину. Напоминаю, что у нас уровень шумовиброизоляции полупремиум. То есть я материалы использовал наполовину премиальные, наполовину не премиальные. То есть если у меня там, допустим, вибро аэро премиум в дверях,
то на нее наклеен не премиальный там шумотеплоизолятор, там, допустим, барьер 4. И наоборот, если у нас на полу обычный STP-шный вибропласт, самый обычный, но правда 3-миллиметровый, а на него наклеен акцент премиум 6. Вот. Итого можно с уверенностью говорить о том, что уровень проклейки автомобиля полупремиум. Это обходится в 10 тысяч рублей. Если делать самыми простейшими материалами, тогда вам весь автомобиль обойдется, по моим подсчетам, примерно в 7 тысяч рублей. Если делать премиум, то весь автомобиль вам обойдется в 12-13 тысяч рублей. Итак, о весе. Вес. Каждый лист я прописал, умножил на потраченное количество листов. Соответственно, получил здесь промежуточные итоги и вот результат полной шумовиброизоляции автомобиля. 41 килограмм 440 грамм. Когда я это высчитал, я немного шокировался, потому что по моим подсчетам, так как машина экономичная, на нее уходит очень мало материала. То есть, напоминаю, я не клеил под самими сиденьями. Я, естественно, не клеил ни под батареей, ни над батареей. А это огромный кусок кузова, который нам сэкономил очень много места, денег, времени и так далее. И как раз на основе этих наблюдений я полагал, что у меня вся машина по проклейке будет весить килограмм 20, край 25. Вот. Но в итоге, несмотря на то, что в дверях были применены, а также на крышках багажника и капота у нас были применены премиум облегченные материалы, тем не менее общий вес 41 килограмм 440 грамм. То есть комфорт мат блокшот, очень тяжелый лист, это у нас он пошел на передние арки и моторный отсек со стороны салона. Ну, наш знаменитый акцент премиум 6, который у нас находится на полу, на пластике багажника, то есть по сути на арках. STP GB3 это у нас пол. Это, наверное, самое тяжелое, 22 килограмма. И, значит, GB2 это у нас потолок. Полторашка это у нас задние крылья. STP Aero это у нас все двери, крышка капота и крышка багажника. STP барьер 4 это у нас наклеена шумотеплоизоляция на двери и на крышку багажника. И шумов комфорт 6 это у нас шумотеплоизоляция капота, и остатки этого же материала у нас пойдут на передние локеры. Вот такая нехитрая калькуляция, то есть все данные будут в описании. Соответственно, вот думайте, считайте, нужно оно вам или нет. Ну, вот у меня получились такие результаты. То есть теперь полностью известна по автомобилю информация по расходу материала, по цене и по времени работы. Время работы, конечно, будет у всех разное, потому что у всех разная скорость съема, значит, панелей, деталей, демонтажа. Кто-то не делает антикорное, там тоже сэкономят время, а зря, потому что раз уж вы залезли в такие, скажем, аналы автомобиля, не грех будет все это дело заантикорить сразу, так сказать, с новья. И 5-7 лет к этому вопросу можно не возвращаться. Кто-то уже к этому вопросу не возвращается никогда, потому что автомобиль не держит по 5-7 лет, просто реализует, и он уходит на рынок в превосходнейшем состоянии, без рыжиков,
каких-либо неприятных дефектов. Всем спасибо, что смотрели. Думайте сами, считайте сами.